Всем привет! На протяжении всей своей истории человек стремится к общению, используя различные средства коммуникации. Сегодня интернет помогает решить этот вопрос. Раньше, чтобы связаться с человеком географически отдаленным, приходилось пользоваться телефоном или почтой. Харьковчане в XIX и XX веке отправляли поздравления близким и друзьям к праздникам в виде открыточных писем. Посылая открытку по почте, человек передавал в ней свои чувства к близким людям и друзьям. О первых праздничных открытках на Харьковщине начала XX века расскажем в этом видео. Глянцевые, рельефные, с эмалью, блесками, позолотой и даже плюшем. Изображающие милых ангелочков или семью вокруг новогодней елки, сцены с колядками или зимние пейзажи. Рождественские открытки, они словно излучают счастье и напоминают о том, как все мы в детстве верили в чудо и с восторгом находили подарки под елкой. Сегодня обычай отправлять открытки по почте канул в лету. Многочисленные мессенджеры позволяют всего за несколько минут, а то и секунд поздравить всех друзей и родных. А ведь столетия назад, в преддверии Рождества и Нового года, харьковчане находили время подписать и отправить по несколько десятков поздравительных открыток. Поздравительные открытки – настолько привычная нам вещь, что кажется, будто они существовали всегда. Но у любой вещи или явления есть своя история. В случае рождественских открыток она довольно древняя. Еще в Древнем Китае существовал обычай отправлять карточки с пожеланиями к Новому году тем, кого по каким-либо причинам не смогли увидеть лично. По форме это были красные карточки из плотной бумаги без каких-либо рисунков, а оставляли их в специальных мешочках с надписью «Извините, что не могу принять лично». Их хозяева дома заблаговременно оставляли у входной двери. Традиция дарить поздравительные карточки к праздникам существовала и в средневековой Европе. Еще в 15 веке среди немцев был распространен обычай дарить родным и друзьям небольшие рисунки, изображающие младенца. Как правило, их подписывали «Доброго и благословенного года». А вот в Нидерландах большой популярностью пользовались рисунки с изображением Святого Николая. Но вернемся к Харькову. Зародившаяся в Европе мода на рождественские открытки быстро распространилась в Украине и не обошла стороной наш родной Харьков. Поначалу поздравительные открытки привозили из Европы, а уже сами добавляли надписи с пожеланиями и поздравлениями. А вот появление первой украинской открытки исследователи относят к 1898 году. Первые поздравительные карточки издали по инициативе общины Святой Евгении Красного Креста. Серия состояла из 10 открыток, каждая из которых представляла собой репродукцию работ известных художников. Одна из карточек называлась «Запорожцы» и изображала фрагмент картины нашего соотечественника Ильи Репина. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Вот ее и называют первой украинской рождественской открыткой. Так как же выглядели открытки, которые харьковчане отправляли друг другу 100 лет назад? Как и в случае с европейскими открытками, на отечественных изображали самые разнообразные сюжеты. Репродукции картин, изображения детей и счастливых семей, тройки лошадей, ангелы, свечи, символы праздника, украшенные огоньками ели. Были и открытки, изображающие рождественские народные гуляния, новогодние гадания, колядующих, национальную украинскую символику и даже портрет Тараса Шевченко. Какой бы сюжет художник ни выбрал для открытки, он неизменно добавлял подпись «С Рождеством Христовым», «С Новым роком» или «Веселых праздников». Размер европейской открытки четко регламентировался стандартом Всемирного почтового союза. Соотношение сторон всегда составляло 9 на 14 сантиметров.
Отечественные открытки подобных ограничений не имели. Их размеры и форма зависели лишь от фантазии художника. Родным, живущим в другом городе, друзьям на соседнюю улицу, начальнику, коллегам по работе, знакомым и даже соседям. На рубеже 19-20 веков харьковчане отправляли по почте, дарили лично и получали в ответ открытки очень активно, что называется пачками. Такое широкое распространение моды на открытки объяснялось несколькими моментами. Они продавались в каждом книжном магазине, почта работала исправно и всего за несколько дней корреспонденция доходила из одной губернии в другую. Полученные открытки всегда хранили как память. С установлением советской власти традиция отправлять друг другу открытки на несколько десятилетий прервалась. И только лишь после 1935 года начали отправлять праздничные открытки. Когда изучаешь какую-то открытку, интересно не только то, что изображено, какая подпись, кем оставлена, а еще и кто же издал эту открытку. Начинаешь искать, сталкиваешься с интересной историей человека, который ее издавал. Но, к сожалению, часто сложно найти что-либо об издателе. Открытки в основном привозили из-за границы. Например, вот интересная открытка. На обратной стороне можно прочитать, что она изготовлена в Австрии. Мы видим такую вот веточку с ягодами и знаем, что эта девочка подписала открытку своей маме. Подписано маме, Харьков, 1917 год. Часто заказывали открытые письма из-за границы. Например, такая вот открытка. Мы видим здесь молодую пару. Рядом с ними елка, украшенная горящими свечами, двое деток. Написано с Рождеством Христовым. Она также была напечатана в Австрии. На ней надпись: «Желаю встретить и провести Новый год в добром здравии и во всяком благополучии. Письма вам послал, ожидаю ответа. Праздники провожу в тайне, в деревне. Живется хорошо. За меня не беспокойтесь. Чувствую себя хорошо. Целую Шуру и Витю. Желаю вам всего наилучшего. Остаюсь ваш брат Федор». Федор послал эту открытку своим родным. Интересен сам стиль, как люди изъяснялись. Он отличается от того, как мы сейчас общаемся, например, в интернете. Сама речь другая. Бывали такие открытки, на которых послание написано таким мелким бисерным почерком, и очень сложно иногда прочитать оборотную сторону открытки. Иногда это превращается в работу дешифратора. Если вы хотите прочитать дореволюционную открытку, если в семье такие сохранились, и если вы не понимаете какие-то слова, постарайтесь сопоставить буквы. Может, если несколько букв и слова вы поймете, сможете ее прочитать. Эта открытка тоже была сделана в Австрии. На ней изображены дама, катающаяся на коньках, девочка-ангел дарит ей букет цветов. Тут тоже есть надпись. Скорее всего, ее написал ребенок. Поздравления с Рождеством. Дорогая Уля, поздравляю тебя с праздником Рождества Христова. Желаю тебе весело провести праздник. По фамилии не совсем понятно, но вот адрес мы можем прочитать. Холодная гора, Кульбицкий переулок, ее высокоблагородию Ули Молчановой. Считается, что автором первой рождественской открытки был Николай Николаевич Каразин, известный художник, внук Василия Назаровича Каразина, основателя Харьковского университета. А вот эта открытка была написана двумя разными людьми. Слева один, справа другой. У них разные почерки. Обратите внимание, как обращались дети к своим родителям. Было почтение, на «вы». Совершенно другие манеры воспитания. Дорогие папочка и мамочка, крепко я за вами соскучился. Поцелуйте Петруся и Варюшу, Пава.
Дорогие папулечка и мамулечка, крепко я за вами соскучился. Как вы поживаете? Как ваше здоровье? Мы живы и здоровы. Крепко вас всех целую, любящий ваш сын Коля. Поздравляя с Рождеством, люди желали другим то, чего сами хотели. Открытки отсылали не только близким, но и знакомым, с которыми пересекались. Стоит отметить, что часто на почтовых открытках можно встретить поздравления с Днем Ангела. Была такая традиция. Не всегда это были изображения ангела. Могла быть это просто открытка. Поздравительные рождественские открытки выпускались до 1917 года. Как вы уже знаете из предыдущих видео на канале, в Советском Союзе Новый год и Рождество оказывается под запретом. Исчезают и открытки. Ну а затем в декабре 1941 года, после возобновления празднования Нового года и Рождества, издательство «Искусство» напечатало много новогодних открыток. Художники в основном использовали два цвета – белый и черный. Многие отцы семейства отправились на фронт. Их нужно было поддержать, чтобы они знали, что дома их ждут. В коллекции Харьковского исторического музея имени Сумцова представлены две открытки 1944 года. Они изданы во Львове, проиллюстрированы разными художниками. Тираж 100 тысяч экземпляров. На одной изображен солдат, который получил новогоднюю открытку. Он знает, что его помнят и ждут. На второй тоже новогодняя елка. Мама с малышом. Они ждут папу. Во время войны были популярны открытки, на которых отражена связь с семьей. Часто на войне человека поддерживало воспоминания о семье. Конечно, у многих родные погибали, но это давало надежду. На многих новогодних открытках военного времени можно было встретить такие сюжеты, как праздничный герой выгоняет фашистов, выметает их метлой. Моральная поддержка была очень важна. Над иллюстрациями к новогодним открыткам часто работали художники-мультипликаторы. На новогодних открытках появляются лесные звери, герои мультфильмов. В коллекции того времени часто встречаются открытки детей. В коллекции исторического музея имени Сумцова есть открытки приглашения на новогоднюю елку. На них часто встречались изображения, которые отражали события, происходящие в Советском Союзе. Например, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос. Открытка 1960 года. Видим, что ведется подготовка к полету. Развивается космическая промышленность. Скоро человек покорит космос. Дед Мороз едет на санях, запряжен на лошадь. Но тут уже прослеживаем изображение ракеты. 60-е годы – активная популяризация космической тематики. 1963 год. Мальчик занимается спортом, едет на ракете. Покорен уже космос. Можно проследить историю того времени на открытках. В 80-е годы появляется фотографическое изображение на открытках. Еловая ветвь с шишками, украшенная игрушками, бутылка шампанского. Возрождение рождественской открытки связано с распадом Советского Союза. После 1991 года возвращаются традиции. Издательства печатают рождественские открытки, которые были изданы в начале 20 века, в 90-е годы. Если посмотреть на дореволюционные открытки с позиции сегодняшнего дня, люди желали друг другу здоровья, беспокоились о том, кто как поживает, была общность. Когда человек отправлялся в путешествие, он мог купить на вокзале почтовую открытку с видом города, в котором он сейчас проездом, отправить ее родным, написать «Со мной все хорошо» и так далее. Открытка – это был такой способ общения. Она стоила недорого, и люди таким образом поддерживали связь. Сейчас открытки часто становятся предметом коллекционирования.
Благодаря открыткам прослеживается особенность коммуницирования людей в прошлом. Сейчас открытка, как и бумажная книга, это для ценителей. Для людей, которые хотят почувствовать частичку прошлого. Людям хочется ощущать магию, как раньше встречали почтальона, испытывать трепет от ожидания письма. Всех с праздниками! С вами был Алекс Моторный. До новых встреч на канале.